Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад на неделю с 7 по 13 октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. При этом будем реалистами, безусловно. Любой расклад не расскажет о том, что вы чувствуете, о том, что у вас сейчас происходит в жизни. Но мы с вами размышляем, предполагаем и как раз допускаем развитие альтернативных вариантов событий. И наша жизнь не бывает полностью предсказуема. Помним об этом. Поэтому давайте, как видят карты, как выглядит, по мнению карт, этот альтернативный вариант. Откроем, узнаем. И первая карта. Что для вас нужно знать на эту неделю? Или какая сфера жизни выйдет на первый план? И достанем карту Таро. Неожиданность. Что вам может помешать? Что вам будет помогать? И по основным сферам жизни: дело, работа, бизнес, документы, соглашения, учеба, у кого что. Энергия денег, личная жизнь и карту совет достанем. Что же нужно, важно знать? Король мечей, вообще это ваша карта. И даже если меня смотрят девочки, ну, видимо, будут преобладать более такие жесткие энергии. Хотя вы люди достаточно красивые, все без исключения, как мужчины, так и девочки. И вот эта внешность такая, она вам может сослужить хорошую службу, никто не догадается, какой хладнокровный король мечей находится внутри вас. И где-то вам это поможет. Это для вас важно знать, можете расценивать это. И таким образом тоже. Ну, может быть, и конкретно есть партнер, может быть, и по работе, отчасти и по личной жизни, который тоже, как и вы, рожден под знаком зодиака стихии воздуха или имеет там асцендент. Ну и кроме этого, конкретные вопросы. Есть какая-то реальность, когда требуется логика. Это может быть заключение документов, когда нужно все сделать без сучка, без задоринки, проверить эти самые документы. У кого-то вопросы через банки, может быть, по части финансов. У кого-то банально «я пошел к врачу» или «пошла к врачу». Поэтому по этой карте могут проиграться, когда мы обследование проходим или окончательно решаем, что я до этого думал все, почему какое-то недомогание, а теперь решил разобраться или решила. И вы пойдете тоже, врачи проигрываются, или есть какое-то дело, буквально для кого-то из вас, связанное с судами. И тогда мы прибегаем к помощи адвоката, юриста. Что-то вы должны сделать наверняка. Помимо вашей карты, эта карта объединяет любое направление, которое подразумевает и, с одной стороны, какое-то официальное либо заключение, либо согласование, и еще и достоверность какая-то. Может быть, для кого-то просто, как вы пойдете к чиновникам, узнавать, как решить ту или иную проблему или иной вопрос. А для кого-то это вы сами, к примеру, для мужчин, и ваши планы на будущее. Давайте неожиданность. Прекрасная неожиданность. А у вас это может прийти как известие о том, что готов как раз какой-то документ. Или у вас получится сделать важное согласование по части вашего жилища, к примеру, или какой-то поездки. Это могут быть согласования по части работы и банков, кстати, тоже. Но как будто в неожиданностях вы получаете какой-то итог. Прекрасная карта, старший аркан, последний аркан как раз. И нам говорит о том, что ваши приложенные ранее усилия, они как окупаются сторицей. Или пусть это у кого-то будет, ну, как бы выглядеть в виде документа или бумаги. Или вы сами с чем-то определитесь. Может быть, это и новость, которая тоже какую-то страницу вашей жизни или подстраницу, да, или какое-либо дело подводит к финалу больше определенности. Вот у вас как неожиданность. И, может быть, мои дорогие весы, вы думали, что какая-то тема растянется там на неизвестный срок. Вот здесь как раз может решиться и как благополучно, так и более быстро какой-то вопрос. Что вам может помешать?
Ну, буквально, если вы начнете с кем-то спорить, или кто-то вам словно бросает перчатку и пытается с вами вступить в конфликт, а вы начнете ему отвечать, тем самым разогревая этот конфликт. По этой карте нам всегда говорят: держись стороны. Потому что вы можете столкнуться с людьми с достаточно сложным характером, с которыми невозможно договориться. Вы можете столкнуться и с проверяющими какими-то. Примите это к сведению. Вы сами вас куда-то могут направить в виде проверяющего. Ну, не совсем бы я тогда рекомендовала, хотя если это ваша, ну, как профессия, такие тоже профессии есть, тогда где-то, знаете, сразу в конфликт не идти, карта говорит, потому что какое-то, значит, дело может выглядеть сначала, всегда вот это и происходит по рыцарю мечей. Нам пытаются, или мы видим что-то в одном свете, а потом что-то будет меняться. Поэтому нам и нужно где-то нейтралитет сохранять, чтобы последующие разговоры, какой-то диалог, который продолжится, он обязательно состоится, нам было легче совершить. И когда мы в конфронтации, нам всегда сложно начать какой-то разговор. А по рыцарю мечей у нас идет больше монолог, такой, знаете, жестко непримиримый. И сама карта, пусть не в этой колоде, но так она и называется, бунтарь без причины. Вот этому сейчас не время, это может помешать. Хотя, может быть, и есть какое-то дело, тема, которая вас достала. Ну, пользуйтесь своей, ну, где-то умением очаровывать. Даже если там внутри у вас или бушует огонь, или наоборот, как лед, все, вечные льды, но транслируем мы что-то другое. Правда, помогает вот конкретно какая-то наша лояльность, умение договориться, ваша дипломатия. А для кого-то любовь, мои дорогие, все же это карта любви, и это всегда дуальность. Да, вот дипломатия здесь тоже проходит. Все же одна карта на все сферы жизни. Помните, что, знаете, вы сможете любой вопрос решить. Для вас нет ничего невозможного, карта мир. Единственное, что вам может помешать, это когда вы либо будете участвовать в каком-то конфликте, или вас втянут, мои дорогие, в какую-то конфронтацию, или когда, так ведь тоже бывает, заходим в кабинет, допустим, на работе, а там двое обсуждают, руководители, или идет какой-то спор. Но не пытаться быть третейским судьей. Это тоже, потому что виноват будет всегда третий. Уходить от того, что вам не нужно. Вот такая где-то дипломатия вам помогает решить как и вопросы в личной жизни, так и где-то все то, что касается, как по королю Пентаклей, я перечислила. И даже если это суд, может быть лучше медиаторство, нежели говорить: эх, я тебе докажу, ты у меня еще увидишь. Ну вот где-то более лояльно. И тогда нет ничего невозможного. Тогда и проблем себе не создадите, еще и более того, заработаете популярность. Кстати, у кого-то и так тоже может быть. Вообще здесь могут быть и деньги, и правда рост вашей популярности. Или в неожиданности вам могут что-то такое или предложить, с одной стороны, если уже у вас были планы, и вы, к примеру, вы строите карьеру, и вы продумывали какие-то важные разговоры с руководителями, уже совершили. Вот здесь вы тоже можете о каком-то блестящем своем фуроре, финале, или в плане именно когда вы уже получаете задуманное, или о приближении такового периода вы можете узнать. Но и по части всех остальных согласований помните, что вот от того, как вы будете взаимодействовать с миром, такой вы получаете результат. Что-то решить мирным путем. Семерка кубков, вам придется делать выбор: дела, работа, бизнес. И здесь будет важно не замечтаться. 7 кубков. Выбор сделать сложно. И, может быть, есть разные направления, которые вам интересны. А выбрать нужно что-то одно. И при этом как бы мы не можем затягивать слишком вот этот период наших раздумий. Но и не можем двигаться в нескольких направлениях. Вам придется с чем-то определяться. Может быть, куда поставить подпись или согласиться ли на что-либо. Может быть, по части работы. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с переездом или оформлением каких-то бумаг. Но я бы сказала, что договориться вы всегда можете. И если этот выбор достаточно сложный, попробуйте взять нейтралитет. Но это не тот нейтралитет, когда мы молча
ушли и где-то там растворились. Нет, здесь все равно какой-то контакт должен быть продолжен. Может быть, как место для маневра. Если какая-то тема вам интересна, есть смысл составить или сохранить за собой. Но и вот от этого выбора не уйдешь, потому что 7 кубков нам говорит о чем? Вот эта прокрастинация, она не может продолжаться вечно. Ты теряешь время. Финансы. И когда в моих раскладах выпадает 13-й старший аркан смерть, мои дорогие весы, те, кто из вас ждал гонорара, среди вас много творческих людей. И, может быть, какие-то платежи не проходили, еще там что-то вот не получалось. Вот здесь могут прийти деньги, то есть это те деньги, которые не как уж с неба, отнюдь не это не лотерея. И помните, что легкие деньги вообще опасны на последующие 20 лет. Но вот то, что заработано, может быть, даже большая сумма, вы можете как раз получить. Ну и если мы говорим по части денег, по 13-му аркану это ведь всегда трансформация. Для кого-то из вас это поиск новых методов заработков или, может быть, вторичный доход, или посредством интернет, или через какие-то интернет-ресурсы. Но будьте аккуратны. Кто-то из вас может и подвести итог, и получить где-то, если мы говорим о легких деньгах, разочарование. Такое тоже может быть. Ну, я надеюсь, это может быть одному-двум важно услышать, но должна озвучить. И тогда вы, скорее всего, для себя определитесь, что вот этот способ заработка, это был мой финал. Теперь я буду думать что-то другое. И перед вами уже есть какие-то другие варианты. Для многих из вас будет именно какая-то финансовая ситуация в центре ваших интересов. А остальное это как векторы, которые будут расходиться в стороны именно из-за того, что вам нужно что-то определиться с вашими финансами. Вы, мои дорогие весы, кому-то можете сказать: нет, баста, я больше кому-то не помогаю, потому что много как-то образовалось таких персон или персонажей, которые только и ждут моей помощи, и это я тоже могу допустить. И вроде бы конфликт неизбежен тогда, да? Но тогда вам это нужно сделать как-то элегантно, как вы умеете, а не подать свой отказ, как мокрое полотенце. Потому что вроде как и даже нет, вам придется говорить на этой неделе. Выбор делать, это уже точно. Если в одну сторону идем, в 6 остальных мы не пойдем. Всем остальным мы скажем нет. Но сделать это красиво, так как вы умеете, художественно, я бы сказала, в личной жизни. А это необходимо. Вы посмотрите, какие у вас арканы. Что-то должно завершиться. Аркан мир, аркан солнца, тут какие-то возможности. Но по всем этим картам вы выбираете семья. Ведь это карта нашего эго. И это чистолюбивые планы. А кроме того, это карта выбора правильного направления. На месяцев 6-8. Вот на такую дистанцию, не самую далекую, вам вот то, с чем вы определяетесь на неделе, то, с чем вы определяетесь шаг за шагом, будет как раз дорога к солнцу. У кого-то могут быть и вопросы по части личной жизни. Карта любви. Значит, есть как минимум один человек, для кого это актуально, если вы человек семейный, или у вас есть партнер, может быть, и нет еще пока семьи, или есть тот, на кого вы можете опереться. Здесь тоже какое-то продолжение может быть в вашей личной жизни. Переложите на себя, поскольку 3 старших аркана как раз говорят о разновариантности какой-то. И мы, безусловно, разные. Тут что-то надо сохранять, двигаться к своему солнцу. Тут действительно король кубков, вопросы, связанные где-то финансы на повестке недели и любовь, деньги и взаимоотношения. И король кубков не смешивает деньги и чувства. Поэтому не добавляйте себе каких-то эмоций вот в такие вопросы жесткие, как я перечислила, или все то, что касается согласований, денег, документов. Но и позвольте себе эти эмоции с теми людьми, которые вас любят. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы. Что-то у вас на этой неделе может очень решиться важное для вас. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.